Всем привет! Сегодня мы будем вязать вот таких смешных оленей мультяшных. Все детали, кроме глаз, ввязываются в процессе, пришить глазки только придется. Высота оленя 11 сантиметров, длина 16 сантиметров. Проволока идет только по ногам, вот так. Проволоки у меня ушло, где-то 60 сантиметров, наверное. Такой вот смешной олень. Условие такое, чтобы пряжа была приблизительно одного размера. У меня основная пряжа, рожки, вот эта вот серенькая пряжа, это пряжа сапфир. 100 грамм 240 метров. Крючок я использовала 1,6 миллиметров. Красная пряжа это Baby акрил стопроцентный, 100 грамм 400 метров. По толщине приблизительно. Пряжа одинаковая, поэтому она мне хорошо подошла. Белая опушка это пряжа софти, ее совсем немножко у меня ушло. Глазки на безопасном креплении вот такие вот со штырьками, 6 миллиметров в диаметре. Олени у нас из примитивчиков, сложность, пожалуй, только в том, что детали мелкие. Если у вас будет пряжа большего размера, допустим, хорошо подойдет из джинса от Янарт, тогда вообще не будет никаких сложностей. Такие вот олени. Смешные. Вяжем рожки. У меня это темно-коричневый цвет. Петель подъема мы не делаем. Обозначаем начало-конец ряда, разделяем маркировочной нитью. В кольцо амигуруми 6 столбиков. Затягиваем колечко. Прокладываем маркировочную ниточку. Вяжем второй ряд. 2 столбика прибавка, повторить 2 раза. 2 столбика, 1, 2, прибавка, 1, 2, в одну петлю. Еще раз 2 столбика, первый столбик, второй, прибавка, 1, 2, в одну петлю. Перекидываем маркировочную ниточку. У нас сейчас здесь в кругу 8 петель, и нужно провязать 8 рядов с 3 по 10 ряд. Просто по кругу без изменений. Провязываем 8 рядов. Делаем воздушную фиксирующую петлю и ниточку обрезаем. Это у нас деталь номер 1. Деталь номер 2 вяжется точно так же, только на 2 ряда короче. Эту деталь мы провязывали 8 рядов без изменений. Следующую деталь нужно провязать 6 рядов без изменений. Она у нас по длине 8 рядов. Это 10 рядов, это 8 рядов. Для третьей детали мы вяжем точно так же, только уже вяжем с 3 по 12 ряд по 8 столбиков, то есть провязываем 10 рядов. У нас должно получиться вот деталь номер 1, деталь номер 2 и деталь номер 3. Эту уже последнюю деталь мы нить не обрезаем, мы теперь вот эти 2 детальки будем вплетать в веточку. Здесь у меня провязан сейчас 12 ряд 3 детали. Вот она такая длинненькая. Продолжаю вязать. 13 ряд 3 детали, 4 столбика. Теперь я беру деталь номер 1 и будем вместе эти детали связывать. Я завожу крючок с внутренней стороны. Вот у меня хвостик справа. Я ввожу крючок в 3 петлю. 1, 2, вот она у меня 3. И теперь мне нужно провязать 4 столбика вместе с основной деталью.
Вот у меня следующая петля. Соединяю я эти две детали и провязываю вместе одной петлей. Раз. Следующие две петли опять провязываем вместе. Смотрим, чтобы не попасть уже в провязанные. 2. Следующие. 3. И 4. Столбик провязываем. Вот. И вместе мы их соединили. У нас снова по кругу получается 8 столбиков. 4 от этой детали, от основной, и 4 от той, которую мы сейчас вплели. И нам нужно провязать 5 рядов с 14 по 18 по кругу по 8 столбиков в каждом ряду. Провязываем 5 рядов без изменений. Здесь сначала будет небольшая, давайте первый ряд провяжем, 14 провяжем вместе. Так, вот у меня 4 получается. 1, 2, 3, 4 по главной вот этой вот веточке, по главному рожку. Здесь у меня 2 петли. Вот они уже от другой детали. Мы их провязываем. Раз. 2. Этот хвост туда от себя отводим. И здесь 2 петли у нас остаются. Раз. 2. Вот у нас 14 ряд провязан. Это у нас вот этот хвост можно спрятать туда вовнутрь сразу уже от детальки, чтобы он нам не мешался. Это у нас пошла вот уже общая веточка. И надо провязать по 8 столбиков в каждом ряду, и еще 4 ряда. Вяжем. 19 ряд. 1 столбик. Беру деталь номер 2. Также в третью с внутренней стороны, слева от хвостика, в третью ввожу крючок и провязываю 4 столбика вместе с основной деталью. 1. Следующие петли 2. 3 и 4. Рожки, пожалуй, это самое сложное в этой игрушке. Продолжаю вязание до конца ряда. У нас здесь 3 петли провязываем. 1, 2, 3. 20 ряд. По кругу провязываем 8 столбиков. Здесь у нас от основной детали 1 петля. Провязали. Теперь 2 петли по детали, которую сейчас вплели до хвостика. 1, 2. Хвостик сюда от себя заводим. И еще 2 петли. 1, 2 по этой детальке, которую вплели. И 3 петли до конца ряда у нас остается. 1, 2, 3. И провязать 21 ряд нужно еще 8 столбиков по кругу. Просто провязываем 8 столбиков, оставляем ниточку на пару сантиметров
и обрезаем. Рожки у нас будут готовы. Получился вот такой рожок. И этих рожков нам нужно сделать 2 штучки. Вот таких. Ушки вяжем пряжей основного цвета. В кольцо амигуруми 6 столбиков. Затягиваем колечко. Прокладываем маркировочную ниточку и вяжем второй ряд, тоже 6 столбиков. То есть просто вяжем по кругу без изменений. Третий ряд, столбик, прибавка, повторить 3 раза. Четвертый ряд провязываем 9 столбиков по кругу без изменений. Пятый ряд, 2 столбика, прибавка, повторить 3 раза. Шестой ряд, без изменений, провязываем 12 столбиков по кругу. Седьмой ряд, 2 столбика, убавка, повторить 3 раза. Восьмой ряд, 9 столбиков, провязать по кругу без изменений. Теперь маркировочную ниточку можно убрать. Это я сейчас обрежу вот ненужную. Нужно сложить это ушко пополам и провязать обе стороны вместе 4 столбика. 1, 2, 3 и в краешек 4. Воздушная фиксирующая петля, ниточку обрезаем. У нас получается такое ушко, и надо связать еще одно. Хвостик также будем вязать по кругу пряжей основного цвета, 6 столбиков в кольцо амигуруми. Прокладываем маркировочную ниточку и второй ряд вяжем также 6 столбиков по кругу. Третий ряд, 2 столбика, прибавка, повторить 2 раза. Четвертый ряд просто провязываем по кругу без изменений 8 столбиков. Маркировочную ниточку можно убрать. Складываем деталь пополам. Так же как ушко провязываем вместе обе стороны 3 столбика. 1, 2, в краешек 3, воздушная фиксирующая петля, ниточку обрезаем. Такой хвостик. Вяжем ножки, начинаем с копыт, поэтому берем более темный цвет. Все ноги с 1 по 19 ряд, все 4 ноги, вяжутся одинаково. Сейчас мы будем вязать переднюю ногу. В кольцо амигуруми 6 столбиков. Прокладываем маркировочную ниточку, вяжем второй ряд 6 прибавок. В каждую петлю провязываем по 2 столбика. Третий ряд, столбик, прибавка, повторяем 6 раз. В кругу сейчас у нас 18 петель. Четвертый ряд провязываем 18 столбиков только за задние полупетли. Пятый ряд вяжем по кругу 18 столбиков уже за обе полупетли без изменений. Шестой ряд, столбик, убавка, повторить 6 раз.
В 7 ряду нам нужно провязать 12 столбиков по кругу без изменений, но при этом нам нужно еще поменять ниточку. Копыто связано, теперь пряжу основного цвета прикладываю, хвост у меня справа, прикладываю к ниточке, которая сейчас в работе, вытягиваю обе нити, потуже затягиваю, а провязываю уже только светлой. Это у меня первый столбик. Теперь отвожу эту коричневую темную ниточку. И 11 столбиков уже до конца ряда провязываю только светлой ниточкой. Теперь коричневую ниточку я обрежу, она мне больше не нужна. И вот эти вот оба хвостика нужно запрятать вовнутрь, чтобы они нам не мешали. Сильно коротко резать не надо, чтобы потом где-то у нас не выскочило. Заправляем вовнутрь вот эти вот хвосты, которые нам уже не нужны. Вот только помехой. Возвращаемся в работу и вяжем 8 ряд. 2 столбика убавка, повторить 3 раза. В кругу у нас сейчас 9 петель и нужно провязать 6 рядов с 9 по 14 без изменений. Вяжем 6 рядов по 9 столбиков в каждом ряду. Если вдруг потерялись, провязали 6 рядов или нет, меняли мы в 7 ряду пряжу и отсчитываем 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 6 рядов провязаны. Вяжем 15 ряд, 3 столбика, три прибавки. В каждую петлю провязываем по 2 столбика. Раз, два, в одну петлю, раз, два, во вторую, раз, два, в третью и до конца ряда 3 столбика. 16 ряд просто провязываем по кругу без изменений 12 столбиков. 17 ряд 3 столбика, три убавки, раз, 2 вместе, 2, 2 вместе, 3, 2 вместе, до конца ряда 3 столбика. Восемнадцатый ряд провязываем по кругу 9 столбиков. 19 ряд 2 столбика прибавка, повторить 3 раза. Я уже говорила и напоминаю, что до этого ряда все 4 лапы, ноги вяжутся одинаково. У нас передние ноги. Мы вяжем 6 рядов без изменений. С 20 по 25 ряд просто провязываем по 12 столбиков в каждом ряду, 6 рядов. Делаем воздушную фиксирующую, ниточку обрезаем, и таких ножки нам нужно связать 2 штучки одинаковых. Вяжем заднюю ножку. 20 ряд задней лапки, задней ножки. По кругу 12 столбиков. 21 ряд 3 столбика прибавка, повторить 3 раза. 22 ряд 15 столбиков провязываем по кругу. 23 ряд 4 столбика прибавка, повторить 3 раза. 24 ряд 18 столбиков по кругу. 25 ряд 4 столбика.
6 убавок, 6 раз провязать по 2 вместе петли, 2 столбика, ряд окончен, 26 ряд провязываем по кругу 12 столбиков. Воздушную фиксирующую ниточку обрезаем и вяжем вторую такую же заднюю ножку. Вяжем носик. Это у меня светлая пряжа, 7 воздушных петель. Прокладываем маркировочную ниточку, будем вязать по кругу. Во вторую от крючка 3 столбика, 3 в одну. Раз, два, три. Дальше по цепочке провязываем 4 столбика. В крайнюю петлю провязываем 3 столбика в одну петлю. Раз, два, затягиваю, что расходится немножко, хвост от себя туда и в эту же самую петлю 3. По обратной стороне цепочки продолжаем вязание 4 столбика. Второй ряд 3 прибавки. В каждую из 3 петель провязываем по 2 столбика. Раз, два в одну петлю, раз, два во вторую петлю, раз, два в третью петлю, 4 столбика. Снова 3 прибавки. И до конца ряда 4 столбика. Третий ряд. Прибавка, столбик, повторить 3 раза. Прибавка, раз, два в одну петлю, столбик. Прибавка, раз, два в одну петлю, столбик. Прибавка, раз, два в одну петлю, столбик. 4 столбика. Столбик, прибавка, повторить 3 раза. Столбик, прибавка. Столбик, прибавка. Столбик, прибавка. И до конца ряда 4 столбика. В кругу сейчас у нас 26 петель, и нужно провязать 3 ряда, 4, 5 и 6, без изменений, по 26 столбиков в каждом ряду. Вяжем 3 ряда. 7 ряд, убавка, 2 вместе провязываем, 5 столбиков, 5 убавок. 5 раз провязать по 2 вместе. Раз, 2 вместе, 2, 2 вместе, 3, 2 вместе, 4, 2 вместе и 5, 2 вместе. 5 столбиков и 2 убавки. Раз, 2 вместе и 2. 2 вместе. В следующем ряду нам нужно поменять пряжу на основную. Это у нас будет 8 ряд. Нам нужно провязать будет 2 столбика прибавка, повторить 6 раз. Но при этом сначала мы поменяем ниточку. Прикладываю точно так же, как меняли, когда вязали копыта. Вытягиваю 2 цвета, а провязываю уже только одним. Раз, столбик, 2,
прибавка. Раз, два, в одну петлю. Я провязала 2 столбика прибавка, и так нам нужно повторять еще 5 раз до конца ряда. 2 столбика прибавка. Теперь эту светлую ниточку уже можно обрезать, которую нос связали. Она нам уже не понадобится совсем. Розовый у нас светленький, только носик. Заправляем ее туда вовнутрь, чтобы она нам не мешала, нигде не выскакивала. Вяжем 9 ряд, 3 столбика прибавка, повторяем 6 раз. В кругу у нас сейчас 30 петель, и нужно провязать 2 ряда, 10 и 11, без изменений, по 30 столбиков в каждом ряду. Вяжем 2 ряда. 12 ряд, столбик, убавка, 2 вместе, провязываем, столбик, убавка, 2 вместе провязываем, 3 столбика. Теперь провязываем прибавка 2 столбика, повторяем 4 раза. 2 столбика, убавка, 2 вместе провязываем, 1 столбик, убавка, 2 вместе провязываем, до конца ряда 2 столбика. 13 ряд нужно провязать точно так же, как и 12. Тоже повторяем ряд, который уже провязывали. Точно так же провязываем столбик, убавка, 2 раза повторяем. 3 столбика. Прибавка 2 столбика, 4 раза повторяем. 2 столбика, убавка, 1 столбик, убавка и 2 столбика. 14 ряд просто провязываем по кругу без изменений, 30 столбиков. 15 ряд, 6 столбиков. Берем ушко, прикладываем его вот так. У нас здесь 4 петли, и нужно провязать вместе с этой деталью, которую сейчас вяжем, 4 столбика. Прихватываем петлю крайнюю от уха и в следующую петлю головы. И по очереди провязываем 4 столбика. 1, 2, 3 и 4. Продолжаем вязать по голове 10 столбиков. Берем второе ухо, точно так же прикладываем к голове, в крайнюю вводим крючок и провязываем вместе петли уха и головы 4 столбика. И 6 столбиков до конца ряда вяжем. Вот такая вот головушка у нас нарисовывается. Продолжаем вязать. У нас 16 ряд. Вяжем 8 столбиков. Берем рог 1. Прикладываем, смотрите, у меня вот этот вот маленькая веточка часть, она получается с внутренней части головы. Вот так будет. Если вам по-другому нравится больше, вот так. Прикладывайте, смотрите, как вам больше симпатично, так и будете вязывать. У меня вот этот рожок, он у меня будет вот сюда повернут, слева. Теперь надо мне вязать. Здесь у нас, помните, по кругу 8 петель делим на 2, получается по 4 с каждой стороны. Теперь мне нужно вязать вместе с петлями головы 4 столбика. Ввожу крючок
во вторую от хвостика с внутренней стороны. Раз, два, вот она у меня петля. Это у меня петля так на крючке остается. Вот. Ввожу во вторую от хвоста. Хвост у меня с правой стороны. Прикладываю теперь к голове и провязываю следующую петлю головы и ту, которая сейчас вот у меня на рожке, провязываю вместе одной петлей. Раз. Следующие петли смотрю, где у меня. Вот у меня петля от рога. Следующая петля головы. Провязываю вместе 2. Следующие петли. 3. И следующие 4. Ввязался рог с одной стороны. Здесь у нас тоже 4 петли остаются, вот петли рожка. Это мы ввязали. Продолжаем вязать по голове 6 столбиков. Берем второй рожок. И теперь будем вводить тоже с внутренней стороны в четвертую. Вот у меня теперь хвостик слева. Раз, два, три. Вот она у меня четвертая. Но только с внутренней стороны вводить будем. Вот так. Вот она у меня четвертая. Провязываю одну петлю. Раз. Дальше продолжаем. Два. Три. И 4. Ввязали. И до конца ряда, до маркера, 8 столбиков. 17 ряд, 8 столбиков. Теперь нужно провязать 4 столбика по рожкам. Вот здесь у нас одна петля справа от хвостика. Ее провязываем, вот этот хвост туда вовнутрь заворачиваем. И здесь 3 по рожке петли. Раз, два, 3. 6 столбиков по голове. Снова 4 столбика по рожке, получается 3 столбика справа от хвостика. Хвостик мешает. Раз, два, 3. Хвост туда заводим назад. И одна петля у нас здесь слева от хвостика оставалась. Ее провязываем. И до конца ряда, до маркера, 8 столбиков. Следующие два ряда, 18 и 19, просто провязываем по кругу по 30 столбиков в каждом ряду. Вяжем 2 ряда без изменений. 20 ряд, 3 столбика убавка, повторяем 6 раз. И вот на этом этапе вот мордочка уже готова. Будут только глазки, поэтому если у вас глазки на безопасном креплении, вставляйте сейчас. Для тех, кто будет пришивать глазки бешеные, продолжаем убавки. 21 ряд у нас, 2 столбика убавка, повторяем 6 раз. 22 ряд, 2 убавки, раз, 2 вместе, 2, 2 вместе, 4 столбика,
3 прибавки. 1, 2 в одну петлю, 1, 2 во вторую петлю, 1, 2 в третью петлю, 5 столбиков, и убавка. 2 петли провязываем вместе. Двадцать третий ряд, 2 убавки. 1, 2 вместе, 2, 2 вместе, 5 столбиков, 3 прибавки. 1, 2 в одну петлю, 1, 2 во вторую петлю, 1, 2 в третью петлю, 4 столбика, и убавка. 2 петли провязываем вместе. Ряд окончен. 24 ряд нужно провязать 2 столбика прибавка, повторить 6 раз. 25 ряд просто провязываем по кругу 24 столбика без изменений. 26 ряд, 3 убавки. 1, 2 вместе, 2, 2 вместе, 3, 2 вместе, 6 столбиков, 4 прибавки. 1, 2 в одну петлю, 1, 2 во вторую, 1, 2 в третью и 1, 2 в четвертую петлю, 6 столбиков, убавка. 2 петли провязываем вместе. Двадцать седьмой ряд, 3 столбика прибавка, повторяем 6 раз. У нас 28 ряд, и мы меняем пряжу. У меня это красный цвет. И вязать мы будем этот ряд только за задние полупетли. При этом меняем пряжу. Только за заднюю провязываю сначала оба цвета, вытягиваем из петли, а провязываем уже только красным. И все это я сделала только за заднюю полупетлю. И по кругу продолжаю вязать еще 29 столбиков только за задние полупетли. Теперь уже коричневую ниточку можно обрезать, чтобы она нам не мешала. Будем вязать пока красной. У нас 29 ряд. Вяжем 3 столбика уже за обе полупетли. Теперь беру переднюю ногу. Мы будем ввязывать ногу, привязывать к телу. Вот это вот у меня косточка, вот она, косточка. Надо вот так сложить деталь. Вот. Теперь перевернем. И вот эта вот крайняя петля, мы будем вязать в нее. Вот у меня косточка где. Будем провязывать, не ввязывать уже, а просто провязывать по кругу все 12 столбиков, которые у нас есть. Вот она, ввожу в крайнюю петлю и провязываю теперь по ножке. Здесь вот потуже надо сделать, потуже эту петлю. И по ножке провязываем 12 столбиков.
Нам по телу нужно провязать теперь 24 столбика. Но если мы будем вязать как положено вот в следующую петлю, которая вот у нас вот провязанная была, а вот нет, то у нас здесь образуется дырка. Поэтому мы вытягиваем уже из провязанной петлю и ту петлю, которую нам следует провязать. Вот так. Считаем это одним столбиком. И надо провязать дальше по телу еще 23 столбика. Провязали. Теперь берем следующую переднюю ногу. Также у нас складываем коленочка. Вот она у нас. Вот так вот складываем. Переворачиваем. И теперь с этой стороны находим петлю крайнюю. И провязываем по ноге 12 столбиков. Здесь у нас до конца ряда 3 столбика. Ну и снова я сначала вывожу вот в уже провязанную петлю, вытягиваю из нее петлю, и вот следующая, первая из 3, провязываю вместе и 2 столбика. То есть до конца ряда мы провязали 3 столбика. Так, у нас 30 ряд, лапы у нас связаны. Теперь просто уже провязываем по кругу 54 столбика без изменений. 31 ряд, 4 столбика. Шесть убавок. Раз, 2 вместе. 2, 2 вместе. 3, 2 вместе. 4, 5, 6, 2 вместе. 24 столбика. 6 убавок. Раз, 2 вместе. 2, 2 вместе. 3, 2 вместе. 4, 2 вместе. 5, 2 вместе. И 6, 2 вместе. И 2 столбика. 32 ряд просто вяжем по кругу без изменений, 42 столбика в ряду. 33 ряд, 5 столбиков. 3 убавки. Раз, 2 вместе. 2, 2 вместе. 3, 2 вместе. 23 столбика. 3 убавки. Раз, 2 вместе. 2, 2 вместе. И 3, 2 вместе. И 2 столбика. В ряду сейчас у нас 36 петель, и нужно провязать 5 рядов с 34 по 38 без изменений, по 36 столбиков в каждом ряду. Вяжем 5 рядов без изменений. Теперь я уберу вот эту контрастную свою ниточку, заполню голову. У меня синтепон. Заполню голову, и рога я не заполняю вообще. Помогаю себе крючком. До каменного состояния прям набивать не буду. Пока только вот до шеи заполню. Голову заполнила. Теперь мне нужно для ножек отмерить проволочку.
проволоку отмеряем по длине. Вот прям вот так складываем. Вот так по длине отмеряем. Нам понадобится такая двойная. И еще плюс здесь у нас будут капельки на ножке. То есть, ну, где-то еще плюс сантиметров, ну, пусть будет 5. К вот этой длине пусть будет еще 5 сантиметров. Пусть лучше будет немножко длиннее можно обрезать, чем потом наращивать. Вот здесь на концах сделаю вот такие капельки. На одном, на втором. И нужно их обмотать изолентой. Вот такая деталь. Теперь я ее вставляю в лапы, в ноги. Вот. И здесь вот эти кончики, там внутри немножечко, вот так вот, кочергой они у меня вот так встали. Я их вот так сюда загнула. Одну и вторую. Теперь понимаю, что здесь у меня немножко великовато. Я здесь сейчас побольше согну и просто загну вот так вот в сторону. То есть вот эта часть проволочки у меня будет уходить вот сюда немного в шею. Когда я заполню всю игрушку, у меня эта проволока окажется посередине. Обрезать я ее не буду. Даже крепче будет. Вот. И теперь ножки надо заполнить тоже наполнителем, помогая себе спицей, крючком, чем-нибудь длинным и не очень острым, чтобы не прокалывало. Сильно прям вот наполнять не надо, чтобы не раздувало лапы. Теперь заполнять будем игрушку по мере вязания. Вяжем 39 ряд, 11 столбиков, прибавка, повторить 3 раза. 40 ряд, 39 столбиков по кругу без изменений. 41 ряд, 12 столбиков, прибавка, повторить 3 раза. Теперь нам нужно поменять пряжу. Красной мы уже вязать не будем. И будем вязать сейчас только за задние полупетли. Вытягиваем 2 цвета, провязываем только коричневым уже, цветом основным. Красную откладываем и продолжаем вязать без изменений 41 столбик. Один мы провязали, еще 41, только за задние полупетли. Теперь красную ниточку отстригаем, убираем ее вовнутрь. И следующий ряд уже за обе полупетли провязываем 42 столбика. Это у нас 43 ряд. 44 ряд, 4 столбика. Берем ногу. Отмечаем 9-ю петлю справа от хвостика. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Вот она, 9-я петля у меня. Вот я ее так вот отмечу сейчас. Вот она. И вводим тоже с внутренней стороны, вот так крючок, в 9-ю петлю справа от хвоста. Прикладываем к телу. И следующие 6 петель нам нужно провязать вместе с ногой. Провязываем 1, 2, 3, 4 и 2 петли у нас получаются за хвостиком.
5 и 6. Одну часть ноги ввязали. Продолжаем вязать по телу 6 столбиков, 26 столбиков. Берем следующую лапу, последнюю. Точно так же находим, где у нас 9 петля от хвостика. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Вот она, 9. Я ее отодвину. Крючок у меня, вот петля у меня на крючке. В 9 с обратной стороны ввожу, прикладываю. Точно так же, как эту ногу ввязывали, точно так же мы ввязываем вторую ногу. 4 у нас получается петли вот от этого хвостика справа и 2 петли от хвостика слева. 45 ряд нужно провязать по кругу 42 столбика. Провязываем 4 столбика. Теперь 6 столбиков по ноге. По той части, которую мы не ввязывали. Двадцать 26 столбиков по телу. И снова по той части ноги, которую мы не ввязывали в прошлом ряду, 6 столбиков. 46 ряд просто провязываем по кругу 42 столбика. Они теперь у нас одной деталью. 47 ряд, 5 столбиков убавка. Повторяем 6 раз. 48 ряд, 4 столбика убавка. Повторить 3 раза. 2 столбика. Берем хвостик, прикладываем его. И теперь надо 3 столбика, 3 петли от хвоста и 3 петли тела провязать вместе. Мы это уже все делали, совсем не сложно. Главное вот этот хвост туда вовнутрь разоправить, чтобы он здесь у нас наружу не торчал. Следующие 2 петли провязываем вместе, делаем убавку по телу. Четыре столбика. Убавка, 2 вместе провязываем. 3 столбика. И убавка. Откладываем вязание. Теперь готовим каркас, проволочку для задних лапок. Точно так же, как с передними лапками отмеряем длину, прям вот на всю длину. И сантиметров 5 дополнительно. Точно так же, как и в передних ногах, делаем петли на кончиках, обматываем изолентой. Вставляем проволоку в ноги. Здесь
загибаем, чтобы она у нас вот здесь в копыта ушла. Вот так вот Г буковкой. Более устойчиво, чтобы было. И вот эта вот часть, которая у меня здесь оказалась немножко длиннее, чем мне нужно, я ее просто вот так загну. Вот туда. И опять же, когда буду забивать наполнителем, она у меня окажется посередине и нигде не будет здесь торчать. Теперь надо лапки заполнить наполнителем. Ну, опять же, помогая себе каким-то длинным предметом. У меня это все крючок. Не забываем наполнять по мере вязания. 49 ряд у нас. 3 столбика убавка, вяжем 6 раз, повторяем. 50 ряд, 2 столбика убавка, повторить 6 раз. 51 ряд, столбик убавка, повторить 6 раз. И 52 ряд, 6 убавок, все петли провязать по 2 вместе, стянуть и кончик спрятать. Теперь нужно обвязать, вот мы провязывали за задние полупетли, передние полупетли вот нас дорожками здесь, на холке и вот здесь вот около ножек задних. У меня это пушистая пряжа, можно даже и не пушистой, какой-нибудь контрастный. Просто по кругу обвязываем за те полупетли, которые у нас оставались. Вяжем глазки, вяжем белочки. Светлой пряжей в кольцовом амигуруми 6 столбиков. Сильно затягивать колечко не нужно. Прокладываем маркировочную ниточку и второй ряд вяжем 6 прибавок. В каждую петлю провязываем по 2 столбика. Глаз я буду вязать наизнанку, то есть работа у меня будет идти от себя, потому что здесь изнаночная сторона, она менее рельефная. 3 и 4 ряды провязываем без изменений по кругу по 12 столбиков в каждом ряду. Откладываем время на работу, и теперь нужно вставить глазок. И надо его зафиксировать. Теперь нужно сделать 6 убавок, то есть работа у нас здесь заканчивается, но надо еще и заполнить этот глазик наполнителем, чтобы он был круглый. Поэтому я сделаю 3 убавки. Теперь заполню глазик этот наполнителем и сделаю еще 3 убавки. Петли стяну, и глаз будет готов. И нужно точно так же сделать второй глазик. 2 одинаковых вот у нас получится. Теперь вяжем веки пряжей основного цвета 7 воздушных петель. Прокладываем маркировочную нить и начинаем вязание во вторую от крючка петлю. Вяжем 3 столбика. В одну петлю 3 столбика. Дальше по воздушной цепочке 4 столбика. В крайнюю петлю 3 столбика, 3 в одну. По обратной стороне цепочки 4 столбика. Ряд окончен. Второй ряд. 3 прибавки. В каждую из 3 петель провязываем по 2 столбика. Раз, два в одну петлю, раз, два во вторую петлю,
Раз, два, в третью петлю. 4 столбика. Снова 3 прибавки. Раз, два в одну петлю. Раз, два во вторую петлю. Раз, два в третью петлю. 4 столбика. Ряд окончен. Третий ряд. Прибавка столбик, повторить 3 раза. 4 столбика. Теперь столбик, прибавка, повторить 3 раза. 4 столбика до конца ряда. В кругу у нас сейчас 26 петель, и нужно провязать 3 ряда, 4, 5 и 6, без изменений, по 26 столбиков в каждом ряду. В конце 6-го ряда нужно сделать соединительный столбик, обрезать ниточку, убираем этот маркер, уже не нужен, и прячем эту ниточку куда-нибудь туда вовнутрь вот этого вот, вовнутрь этой детали. Теперь берем глазки и вставляем веки. Выбираем положение, которое больше понравится. Может быть в бок, может быть вот так в кучу. Примеряем на мордочке, как больше вам нравится. Теперь нужно набрать нитку в иголку под цвет и по краешку вот так эти глазки туда вшить. Можно воспользоваться клеем, горячим клеем, хорошо пойдет, если вовнутрь его добавить клея и приклеить глазки. Я буду подшивать. Я пришила по кругу глазки. Теперь надо вот здесь немножечко так поправить, уложить глаза и вместе соприкосновения с головой тоже стежками по кругу подшить. Пришила глазки, вот у меня нитка осталась, здесь я сейчас сделаю узелочек, чтобы у меня работа не потянула, и вышью ноздри. Заведу вот сюда ниточку и просто стежками прошью ноздри с одной и с другой стороны. Три стежка вполне хватает. И с другой стороны, чтобы было симметрично. Вот такие ноздри я вышила. Теперь последний штрих. Нужно лапки выгнуть по суставчику. Вот так. Это сюда. Вот. Все, мой олень готов идти в стойло. Спасибо за внимание. До новых встреч.